ШОС и «Силы Сибири-2». Что случилось? Началось все со стенаний. Что на саммите ШОС в 25 году, это цитата, в 25 году о «Силе Сибири-2» не говорят. Некоторые поторопились написать, что не говорят. А тут, понимаете, хопа, и на следующий день, после того, как люди успели постенать, состоялось подписание 4 документов между «Газпромом» и CNPC. Это Китайская национальная нефтегазовая корпорация. Но активно обсуждался только один из этих документов. Давайте соответствующую цитату, и как раз вот к «Силе Сибири-2» перейдем. Подписан юридически обязующий меморандум о строительстве газопровода в Китай «Силы Сибири-2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток», сообщил журналистам председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер по итогам переговоров лидеров 3 стран в Пекине во вторник. Люди поторопились, просто в понедельник опубликовали текст. Ой, не говорят. Они не посмотрели, что говорить будут во вторник. Итак, мы вот со всей академической ответственностью вынуждены заявить, нигде внятного объяснения, чем обязующий меморандум отличается от просто меморандума, не было официальных пояснений. Поэтому вот я сейчас от себя, а Борис от себя скажет, как мы понимаем. Я так понимаю, что у монгольской и российской стороны возникли вопросы к китайской стороне. Ребята, мы столько лет обсуждаем «Силу Сибири-2». Вам точно нужен этот проект? Может, разбежимся? После чего китайская сторона сказала, нет, точно нужен, просто пока спроса под эти объемы на ближайшие лет 5-6 нету, но мы точно с вами контракт подпишем. А как нам это оформить? А давайте подпишем юридически обязующий меморандум о подписании этого контракта и строительстве газопровода. Я так понял. Я сейчас найду цитату министра энергетики Российской Федерации. Тоже далеко не совсем понятная, но с этим уже можно работать. Было большое интервью у Сергея Савельева «Россия-24», и вот там прозвучал ответ. Один из важнейших механизмов, чего нам не хватает еще в работе. Нет, это не об этом. Он говорил о том, что вот этот обязывающий меморандум дал возможность компаниям «Газпром» и China National Petroleum Company приступить к дальнейшей проработке проекта. Сейчас уровень пред-ТЭО, предварительное технико-экономическое обоснование, подписанное главами государств, обязывающий меморандум, обязывает компании работать дальше. Вот это единственная расшифровка разумную, которую я слышал. То есть теперь у хозяйствующих субъектов в лице российской и китайской компании развязаны руки, можно работать дальше. Можно думать детально о маршруте, о времени, об объемах, о формуле цены и прочем. Пока вот этого документа не было, «Газпром» и CNPC могли только улыбаться друг другу. Теперь их обязывают приступить к дальнейшей проработке. Сроки не указаны, но работу необходимо вести. По крайней мере, со слов Сергея Савельева, вот так выглядит. У нас тут пограничный вопрос между первой и второй темами. Вопрос про метан на легковом авто. Я езжу на метане. Лада Веста CNG. CNG, что вы? Она же CNG. Лада Веста CNG. CNG, если что, это компримированный природный газ, КПГ. С 2018 года. Некоторые люди считают, в отличие от меня, что это очень опасно. А как считаете вы? У нас у меня был пропан-бутановый автомобильчик. Все было хорошо. Метан это не опасно. Это если проводить все необходимое обслуживание, то вообще каких-то сложностей быть не должно. А машина, тем более заводская, это хороший вариант. Это действительно, кстати, хороший вариант в легковом транспорте. Тем более метан стоит у нас от 24 до 32 рублей. Это в пересчете можно прям 1 к 1 пересчитывать за литр бензина. Это крайне перспективно, но очень медленно развивается. Поэтому... У меня почему-то здоровое впечатление, чтобы если бы в руки «Газпрома» было отдано все, что касается газобаллонного оборудования, ситуация была бы другой. Металлические баллоны – это хорошо, но как-то мы уже освоили композитные материалы. Может быть, в одни руки с тем, чтобы и ответственность была, и качество было, и все немножечко изменится, и лишнего веса не надо будет перевозить.
Ну, так казалось. Ну, пишут, ДНР, 92-й, 76 рублей. Ну, вот, в принципе, да, это 76 рублей позволяет сейчас при нынешних оптовых ценах продавать в плюс. Это можно прикинуть, что вот примерно такие были средние цены по стране. Но от нас вам глубочайшее сочувствие. Кстати, у вас, по-моему, там должна быть развита газозаправочная инфраструктура, Если более она или менее, сохранилась. если она сохранилась, да. Но это, кстати, отдельной ревизии требует. Возможно, как-нибудь надо будет к этой теме вернуться, но давайте теперь про «Силу Сибири-2» продолжим. В общем, не знаем. Мы, по большому счету, вот министр сказал, а хозяйствующие субъекты, которые подписывали, собственно говоря, решили не объяснять. Ну вот министру приходится за всех отдуваться. Ну, по крайней мере, это звучит разумно. Есть обязывающий документ, высшее политическое руководство его подписало, значит, те, кто непосредственно должен выполнять работу, пошли на следующий этап. Другой вопрос, чего ж по другим проектам такое не подписывалось? Но мы задавать этот вопрос, я предлагаю, сейчас не будем. Про соглашение... У нас есть факты, есть комментарии Сергея Евгеньевича. Вот. Да. Про соглашение о стратегическом сотрудничестве, значит. Там среди 4 документов, которые были подписаны, было соглашение о расширении стратегического сотрудничества между «Газпромом» и CNPC. Вообще ни единого слова. Никому не интересно. Какое-то стратегическое сотрудничество. Все сконцентрировались вот на этом сообщении про «Силу Сибири-2». Все абсолютно. Тут тоже, на самом деле, вопрос интересный. Вот эти документы, список есть. Будет ли в открытых источниках опубликованных текст? Видимо, нет. Видимо, нет. Тут дальше. Значит, я мониторил нашу прессу, и пресса начала дальше, опираясь на вот это сообщение о том, что, не контракт, а какой-то меморандум. Вообще ни о чем. Все стали стенать. Все. Половина стенала, что ой-ой-ой, как все плохо, как все это никому не нужно. Я даже процитирую немножко. Если можно, вот пока я цитирую, маленькую еще цитатку, которая у нас от «Газпрома» приложена, вот можно вывести на экран. Вот я буду зачитывать немножко другое, а вы пока вот, краем глаза гляньте на эту цитату. Значит, многомудро все принялись рассуждать на тему судьбы силы Сибири-2. И, в частности, вот говорят, в мае текущего года «Газпром» сообщил о том, что экспорт сырья в Китай по этому маршруту по силе Сибири, первый, достиг 100 миллиардов кубических метров. При этом в Иркутскую область и Якутию не поступило ничего. Это были размышления в стиле: да зачем нам силы Сибири-2? Нам и первая сила Сибири не нужна. И вообще это все никому не нужно. И газ никуда не поступает. Внутреннему потребителю от этого ничего. А я вот смотрю вот на эту цитату и думаю, нет, конечно, Благовещенск не в Якутии и не в Иркутской области. Да, в этом плане люди, которые так подают информацию, сказали правду. Но точно никакой пользы внутреннему потребителю нету. Я-то поддержу, потому что в Мурманской области в связи со строительством силы Сибири газ не появился. В Нягане, наверное, тоже вот оттуда не пробросили, да. Нягань, извините, второй раз всплывает просто так. Мы никаких претензий к Нягане не имеем. Всем хочется, чтобы все сразу было хорошо. Вот раз, волшебная палочка. Кошки удивятся, как у нас быстро все стало хорошо. Посмотрите, где проходят маршруты магистральных газопроводов. Задумайтесь, что можно газифицировать, что нельзя. Но есть другая крайность, кстати. У нас есть другая крайность. У нас... Весь газ вывезли. Не-не-не, это вот как раз вот эти вот размышления, что все, газ вывезут, внутреннему потребителю ничего не достанется. Благовещенску расскажите, пожалуйста, как внутреннему потребителю ничего не достанется. Пожалуйста. Там вот год назад, в сентябре 2024 года, газифицировали котельные. Нет, разумеется, это не миллиарды кубов, которые пошли в каждый дом. Кстати, слава тебе, Господи, что в каждый дом не пошли. Местами просто не надо. Но стенать это хорошо, если вот как мы. Говорим, мы тут пожаловались, потом говорим, надо строить НПЗ. Вот примерно так вот попробуйте. Но есть другая крайность, она иная. Сила Сибири-2 завтра уже просто запустится и изменит весь мировой ландшафт вот этого мирового газового рынка. Дорогие друзья, да не изменит. Рынка. Джамалунгова станет ниже ростом. Или наоборот вырастет. Или вырастет. Немножко на газе так приподнимется.
То есть такой подход тоже не имеет смысла. Это, ну, мягко скажем, не так. Сила Сибири-2 радикально не изменит мировой газовый рынок. Более того, Сила Сибири-2 будет реализована, когда в Китае планово будет готов спрос под Силу Сибири-2, под 50 миллиардов кубов. А давайте пока глянем на на карту. Я вот пока распинаюсь, у нас первая карта есть, у нас карточный домик сегодня такой маленький. Что за карта, собственно говоря? Это газопровод «Алтай». Точнее, это подводка к газопроводу «Алтай». Кто такой газопровод «Алтай»? А это «Сила Сибири-2». Ну, Раньше так называлось. Более того, это старый вариант «Силы Сибири-2». Кстати, когда «Алтай» стал «Силой Сибири-2», он выглядел вот так. А теперь внимательно, пожалуйста, присмотритесь к вот этой трассе примерно до, ну, я бы предложил, до Томской области, вот буквально до Томска. Посмотрите, там вот КС Володина, ну, вот эти вот места. Томская область тут где. А теперь давайте следующую картинку. Да, на всякий случай, поскольку все на уровне пред-ТО, официального утвержденного маршрута по территории России нет. Да и тут меня вообще особенно забавляет, что люди уже начали оперировать. Ну, этот проект будет стоить там 12-14 миллиардов долларов. Он не будет проходить ни по одному крупному промышленному центру Российской Федерации. Ребят, дорогие друзья, потрясающие эксперты, которые в курсе. А можно на документы глянуть, на которые вы опираетесь, делая такие выводы? Просто дальше вот таких картинок, это с официального сайта «Газпрома». Это не мы нарисовали. Дальше вот таких картинок пока дело не идет. Никаких официальных схем не существует в открытом доступе. Есть словесное описание из Янао. Дальше у нас пойдет Красноярский край, Иркутская область, Бурятия, Забайкалье и Монголия. Мне больше всего нравится. Есть еще лучше словесное описание. Значит, было сравнение, чем Сила Сибири-2 отличается от первой Силы Сибири. Внимание. Трассой. Трасса такая. Ямал, Монголия, Китай. Отлично. Это божественно. Кстати, на очень уважаемом ресурсе было это описание. Мне очень понравилось. Нет, если так, вот смотрите, первую карту, которую мы вам показали, вот там, знаете, газопроводики с компрессорными станциями, вот это вот все. Эта карта заставляет подозревать. Ну, подозревать. Вот меня лично, может быть, Борис вообще такого не подозревает, что вот где-то до Томской области трасса будет вот такой, как здесь нарисовано. Не такой, как вот на второй картинке, где так от Ямала хоба! И куда-то, да, вот просто в сторону Монголии, через степь, через пустыню, через... Ямал и Монголия, близнецы-братья. Граничат. Да-да, эти стада оленей немножко помигрировали, хопа, в Монголии оказываются. Вы кто? Мы кони монгольские. Ну, господи, боже мой. Вот, нету официальной схемы. А самая подробная схема, которая хоть как-то приближена к реальности, на день сегодняшний выглядит следующим образом. На ней вообще нету такого маршрута, но что мы на ней видим? А на ней мы видим какие-то, знаете, перемычки, какое-то вот соединение, которое идет куда-то, знаете, вот в сторону Иркутска, вот проходят какие-то совершенно не промышленные центры, вроде Красноярска, ну, не промышленный центр, аэрокосмической отрасли вообще нету. А чего там еще нету? По-моему, вообще ничего нет. Ничего нет. Один из крупнейших городов, насколько я помню, в Российской Федерации. Не центр алюминиевой промышленности. Нет. Не город, в котором проблема, к сожалению, черного неба хроническая. Ничего не касается. Ничего не касается. Вот то, что вы видите сейчас, это самое близкое к возможной части российской маршрута Силы Сибири-2, которая, в принципе, хоть как-то рассматривается на день сегодняшний и наличествует в открытом доступе. Если вы видите карту, где просто такая линия, это, В прошлом году были переговоры руководства Красноярского края о том, что вот такая перемычка необходима, о том, что Красноярску, столице огромного края, даже самый большой субъект федерации по площади, это необходимо. Необходимо все, что вот там нарисовано вокруг озера Байкал, где масса природоохранных мероприятий должно было быть.
в частности, решить проблему с отоплением. Но как бурый уголь жгли, так и жгут, куда, видимо, закидывают и те миллиарды, которые выделяются. Вот. Чита, которая живет с черным небом, тоже ждет газа. Много-много лет. И, кстати, да, это все не отменяет проблем с газификацией Иркутской области. Ее надо газифицировать. Это вообще, немножко абсурдно выглядит. Но рассказы о том, что, ой, да кому это надо, ой, это никому не понадобится. Дорогие друзья, вы, я понимаю, что сейчас в информационном пространстве как-то открылись вакантные места. Потому что предыдущие владельцы этих экологических ниш убыли куда-нибудь там в Норвегию, в Соединенные Штаты, вот в эти вот. Но давайте чуть больше конструктива и опираться в том числе на какие-то, хотя бы на карту Российской Федерации. Это неплохо иногда. На реальную информацию. Вот мазками там широкими полосами рисовать дорогу от Ямала до Монголии. А почему нельзя ввести акциз на вывоз нефти? Потому что финальный виток большого налогового маневра задумался, чтобы отменить вывозную таможенную пошлину. Что ж вы не понимаете? Потому нельзя. Еще раз, росла ставка НДПИ. Прямое следствие – растущая стоимость нефтепродуктов. У нас внутри России. Тут спрашивают про дружбу. Да, мы в курсе ударов, которые наносили. И да, я думаю, руководство подконтрольной Киеву территории, вообще Киев, в курсе, что нефтепродукты идут из тех стран, куда идет эта нефть. Кстати, они не имеют права куда-то еще отправлять нефтепродукты. Их Брюссель буквально законодательно заставил отправлять их только туда, вот на Украину. Венгрия и Словакия не имеют права продавать нефтепродукты, произведенные из российской нефти, на территории Европейского Союза. А так как другой нефти нету, то опа, куда продавать? Нет, не только на территории Европейского Союза, а там буквально определен в одном из этих пакетов санкций покупатель, которому надо. Вот туда вези, дружочек. Они в курсе, да, но, понимаете, Брюсселю, мне кажется, проще вести переговоры с Венгрией и Словакией, когда те говорят, это надежный поставщик. Они говорят, как же надежный? Как же, дружочек, посмотри, какой же надежный. Он, видишь, поломалась труба. В смысле, не сама. В смысле, Киев поломал. Видишь, как ненадежно. Надо отказываться от российской нефти. Это так, это, знаете, реплика. Вот вы реплику, мы реплику, вот как-то так. А вернемся к силе Сибири-2 и заметим, что, еще раз, развитие стратегических отношений никому не интересно. Силы Сибири-2, не контракт, ай-яй-яй, все плохо. А два главных сообщения вообще как-то, знаете, по боку оказались. А два главных сообщения, если что, это два документа, которые вот среди этих 4 были подписаны. Они дают нам следующий параметр. Если можно, нам маленький список с Силой Сибири и дальневосточным маршрутом выведите на экран, пожалуйста. То есть по действующему контракту с 2025 года, а вот, кстати, и он, поставки по Силе Сибири в Китай должны были составить 38 миллиардов кубов. И тут стороны договариваются. В году, когда еще только выходят на вот эти плановые показатели, ребят, в скором времени надо еще 6 миллиардов кубов добавить. Кстати, когда контракт подписывался, речь шла о том, что мы контрактуем 38 миллиардов кубов с возможностью при необходимости расширить до 60 миллиардов кубов поставки по Силе Сибири. Кому это интересно? Кто об этом уже помнит, правда? И вот стороны уже движутся в этом направлении. То есть будет не 38, а 44 миллиарда кубов. Где-то там, в начале 30-х. С 2030-го так и написано. Дальневосточный маршрут. Он вообще должен быть запущен в январе 27 года. Тут уже многомудрые люди сказали, все, весь газ вывезут. Что это плюс 2 миллиарда. Все, весь газ вывезут. Кстати, многомудрые люди говорят, есть Южно-Киринское месторождение, находящееся под санкциями Соединенных Штатов с 2015 года. Как так получилось? Так вот, и вот никак его не могут освоить, никак с него не идет газ, только в 27 году, может быть, пойдет. А как не могут освоить, если в 27 году пойдет газ? Внимание, вопрос. Но некогда объяснять. Ведь осваивают обычно в течение 1-2 месяцев. Разумеется. В крайнем случае 3. Да. Так вот, у нас уже контрактные обязательства с Китаем увеличились на 8 миллиардов кубических метров. Притом даже по одному проекту, который только будет запущен через год с небольшим. Да, если что, январь 27 года, через год с небольшим. И общий объем поставок, гарантированный объем поставок в Китай, получается у нас 38 плюс 6,
44, плюс 10, 54, и плюс еще 2, 56 миллиардов кубических метров. И когда к этому добавятся силы Сибири-2, ну, исходя из обязующего вот этого меморандума, будет 106 миллиардов кубических метров. И нет, рассказывать о том, что, значит, все равно не заменяет европейский рынок. Все равно это не в полной мере. Вот мы ж в Европу отправляли 150 миллиардов кубов. Ну, друзья мои, в 2018 году в дальнее зарубежье вообще 201 миллиард был направлен. И чего? А то, что в Европе потребление сократилось на 80 миллиардов кубических метров, почему-то никто не хочет вспоминать. Ну, просто зачем подписывать «Северный поток-2», если он на 100% не заместит весь рынок Европейского Союза? Железная логика. Я бы исторические подходы. А вот 100 лет назад объем поставок российского газа в Европу был равен нулю. Давайте из этого выводы делать какие-нибудь. Любые, загадочные. Нет, ну... А потом ситуация немножко меняется. Меняется у нас, меняется в Европе. Европа принимает свои замечательные творческие решения. Там, по-моему, датский премьер бьется над тем, чтобы ни одной молекулы российского газа случайно не купить. У него впереди большая такая научная работа. Паспорта выдавать каждой молекуле. Ну, была Европа, что ж теперь сделаешь? Прислонилась к дубу, наказала долго жить.